Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня с вами готовим вот такой красивый, вкусный и ароматный пирог. Пирог из дрожжевого теста. Давайте с вами быстрее его приготовим и попробуем, какой же он вкусный. Друзья, в миске у меня разморожено 50 грамм прессованных дрожжей. К ним я добавляю столовую ложку сахара и все тщательно перетираю. Нам нужно добиться растворения сахара. Теперь в миску с дрожжами и сахаром добавлю одно яйцо, 200 грамм сметаны, сюда добавлю 100 мл растительного масла без запаха и все тщательно разотру лопаткой. Теперь постепенно буду добавлять 380 грамм муки. Часть муки мы добавили, и теперь можно добавить соль. Почему сразу не добавляем соль? Потому что дрожжи ее не любят. Дрожжи любят сахар. Добавили щепотку соли. И теперь замешиваем тесто дальше и добавляем оставшуюся муку. Друзья, тесто готово. Долго мы его не вымешиваем. Тесто очень податливое, тут же отстает от стенок посуды и от рук. Вот получился такой красивый комочек, и достаточно. Отставляем тесто в сторонку, накрываем его салфеткой и занимаемся начинкой. Друзья, теперь подготовим начинку. Показываю, как я нарезаю сосиски. У меня 4 молочные сосиски, и на одной из них я делаю 4-5 продольных линий, а затем нарезаю поперек соломкой. Теперь, друзья, в нашу начинку добавим вот такой набор овощей. У меня перец сладкий, маринованный огурчик и лук. Лук разрезаю пополам и нарезаю тонкими полукольцами. Нарезаем огурец сначала на продольные кусочки, а потом это все соломочкой. Теперь нарежем перец. Сначала разрезаем пополам, потом еще раз пополам. Складываем их вместе и нарезаем тонкой полосочкой. Ко всей овощной массе добавим зелень. У меня укроп и петрушка, пару веточек буквально. Для сочности добавлю 1 столовую ложку майонеза и перемешаю. Начинка перемешана, и теперь мы ее отставляем в сторонку и займемся с вами тестом.
Друзья, у меня вот такая алюминиевая старая форма от электрической чудо-печки. Я ею воспользуюсь. Диаметр ее примерно 26 сантиметров. И она имеет высокие бортики, то, что надо. Сейчас я выложу тесто прямо из миски. Я его не перемешивала. Вот как было в миске, так я и выкладываю его. И начинаю руками распределять тесто по дну формы. Наша задача теперь сделать бортики, чтобы начинка не вытекала. Равномерно распределите тесто, пригладьте немножко сверху бортики, чтобы эстетично смотрелось, и выкладываем сверху теста начинку. Теперь на свекольной терке натру 120 грамм твердого сыра и посыплю верх пирога. Пирог готов, и я его отправляю запекаться в духовку при температуре 180 градусов, режим конвекция. Время запекания 25 минут. Друзья, вот так выглядит пирог. Я его достала только что из духовки. Сейчас он очень горячий. Когда он остынет, я его достану из формы, разрежу и покажу, какой он в разрезе. Друзья, ну вот такая красота у нас получилась. Пирог, наверное, где-то высотой сантиметров 5, это точно. Сейчас я отрежу кусочек и покажу вам, какой он получился в разрезе. Вот такой кусочек пирога, вкусный, сочный и сытный. Необычное тесто, сдобное и в то же время на вкус как песочное, придает этому пирогу необычайную изюминку. Пирог я рекомендую есть полностью остывшим, чтобы за время остывания начинка успела закрепиться. Всем приятного аппетита, подписывайтесь на мой канал. До новых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.